Антон стоял среди сосен один, задумчиво вертя в руках и рассматривая ветку, на которую умудрился напороться в темноте. Посветил на плечо, Петровку порвал, но ссадина вроде несерьезная, почти не болит. Он снова взглянул на злополучный сучок. В отдалении по земле, камням и стволам деревьев, прыгали пятна света, оттуда же доносились голоса распредшихся от лагеря кто куда молодых ребят. «Макс, ну ты где?» — то и дело раздавалось в лесу. «Макс, выходи, скотина, сильно бить не будем». «Ты, если со скалы упал и башку разбил, мне тетя Таня мою собственную оторвет. Так что лучше вылезай уже, ха-ха-ха». Поиски продолжались с тех пор, как кто-то заметил, что давно нигде не видел Максима. Свидетели подтвердили, что до своего таинственного исчезновения Макс успел порядочно наприкладываться к гулявшей по рукам фляге с водкой. Организованный на месте совет трезвейших принял решение отправить спасательно-поисковую экспедицию за пропавшим товарищем. Не то чтобы им ничего было больше делать, однако местность вокруг лагеря была в сущности поросшим лесом, скалами. Хватало тут больших каменюк, выступающих из земли корней и крутых оврагов, ведущих вниз к морю. В дождливую погоду они наверняка превращались в бурные горные ручьи. Пьяный студент мог с дуру покалечиться здесь десятком разных способов, потому и искали. «О, ты чего здесь делаешь?» — донеслось со стороны костра. «Эй, чуваки, возвращайтесь! Этот придурок тут сидит, сам нашелся». Когда Антон выбрался обратно на поляну, все уже расселись. В костер подкинули дров. Кто-то ржал, взвизгнула девушка, в темноте не разберешь, кто именно. Снова достали фляжку. Семен докапывался до блудного Макса, приобняв того за плечи по-дружески, но в то же время немного угрожающе. «Ну, рассказывай давай, где ты был, козлина?» «Да там!» — неопределенный взмах руки дал направление аж наполовину лесного массива вверх по склону. «Там, значит, ага, понятно. А чего ты делал там, пока мы то вот ноги по кустам ломали и уж поминать тебя собрались?» «Там это? Ну, сходите, посмотрите. Так интересно там». «О, да ты, брат, гляжу, скосел совсем. Не как горный воздух подействовал. Маш, ну куда ж ты ему фляжку-то пихаешь? Не видишь, он бухой в дудку, дай-ка лучше мне. Интересно там, сходите в лес, там это», продолжал бормотать про себя бедняга, нервно почесывая локти. Никто, впрочем, не заинтересовался. «Народ, эй, народ!» — позвал Антон, усаживаясь возле костра напротив найденыша. «А хотите, я вам историю расскажу?» «О, еще история? Страшная, надеюсь?» «Не надо страшная», — попросила какая-то из девушек. «Да как это не надо? Какие же еще истории ночью в глухомане рассказывать? Ну ты чего, тох страшное будет?» «Страшное, страшное», — ответил парень, не улыбнувшись. «А главное, непридуманное. Вы вот все спрашивали, чего я с вами в походы никогда не хожу. Я, прикиньте, леса боюсь. Темноты в смысле? Да я тоже, в общем. Нет, не темноты, именно леса. Ну давай уже не томи, эй, не галдите там, пускай расскажет». Антон со знанием дела выдержал паузу, чтобы все успокоились. Это не заняло много времени. Места здесь были дикие, на всем побережье они были совершенно одни, без связи, а катер, как все знали, приплывет только через 4 дня. Он обвел слегка посерьезневших слушателей взглядом,
давая ей время создать тот факт. Темно, тихо, ни души. Разговоры умолкли сами собой. Поляну накрыла тишина, прерываемая только треском горящих поленьев, а редким шорохом ночной птицы в ветвях, смыкавшихся в кромешной темноте над их головами. Невидимое, но всеми подспудно ощущаемое, тоннами камня нависала над их стоянкой безымянная гора, на которую взбирался, спотыкаясь на утесах лес. С другой стороны доносился приглушенный шум ночного прибоя, без устали перемешавшего гальку где-то там внизу. Вдали у самого горизонта отражались в воде огни одинокого танкера, идущего в порт. Только это подтверждало, что компания по-прежнему находилась на обитаемой планете. И так начал Антон: в детстве, когда я жил в деревенском доме дедушки, в мое окно каждую ночь пыталось войти чудовище. Я был пугливым ребенком, любителем почитать тайком от предков каких-нибудь страшилок. Когда меня на целое лето сослали на попечение родителей отца, я даже прихватил с собой пару любимых книжек Роберта Стайна. Кто-то наверняка видел эту серию с леповатыми обложками. Вы скажете, наверное, что именно Стайн, прочитанный запоем при свете фонарика, вкупе с незнакомой обстановкой, стали новой причиной. Но сразу после приезда я стал плохо спать. Каждую ночь по нескольку раз просыпался, нашаривал очки и долго вглядывался в темноту комнаты в поисках источника загадочного шума. Бабушка и дедушка жили в половине большого, выкрашенного побелкой дома на 4 комнаты, не считая кухни и остеклененного крыльца, где хранились мешки с мукой, сахаром и бог знает какими еще припасами. Вторая половина дома находилась уже на другом участке, там жили какие-то соседи. Наш участок был велик и таинственен, как неизведанные земли в устье Амазонки. Там были гаражи для дедушкиных уазов, несколько сараев, сад, птичий двор, огород, малинник. Короче, целые дни там летом я посвящал исследованию двора, словно отважный колонизатор, пробирающийся сквозь дикие джунгли. Компанию мне составлял дедов пес, здоровенный мохнатый добряк по кличке Пират. Ночью же вся моя отвага куда-то девалась, и я, бывало, часами трясся на разложенном скрипучем диване, натянув пододеяльник до самых глаз, пока что-то лезло ко мне в окно. Стоило прикрыть глаза, и оно принималось. О нет, не просто стучать, а осторожно ощупывать стыки рам, стараясь подцепить форточку за край, попасть внутрь дома. Оно было умно, мое чудовище. Сперва я не понимал, что за звук, то и дело будет меня, но подкараулив услышал это. Первой мыслью стало, что в дом хотят пролезть грабители. Ну да, детективы я тоже читал с удовольствием. Собравшись силами, я решился встать с дивана и подойти поближе. Тогда-то и нашел источник звука. Тонкие узловатые щупы вроде усов огромного насекомого шарили по стеклу с той стороны, постукивая, издавая этот самый тихий скрип. А там дальше в темном дворе за мельтешащими пучками роговых отростков стояло и покачивалось из стороны в сторону нечто большое, неловкое и безобразное. Оно словно пыталось наклониться, чтобы заглянуть ко мне в спальню, но никак не могло сообразить, как это сделать. Перестав дышать от охватившего меня леденящего ужаса, единственное, что я сумел, это включить верный фонарик для чтения, который крепко сжимал обеими руками. Сделал это как раз вовремя, чтобы увидеть, то ли форточка закрылась неплотно,
То ли старания твари дали наконец результат, но клянусь вам, я увидел, как в щель проникает, утыкается в бабушкин тюль тонкий змеящийся хлыстик. Первый из многих. И начинает биться. Так разрезанный надвое дождевой червяк или скорее как отброшенный ящерицей хвост, скручиваясь и извиваясь в почти полной тишине, слепо шаря вокруг себя в поисках оконной задвижки. Крича и рыдая, я выбежал из комнаты, пронесся по коридору, не понимая, куда направляюсь, споткнулся о порожек, выскочил на крыльцо. В панике я побежал прочь из дома. И тут что-то схватило меня поперек тела, подняло в воздух, помня, как дрался и визжал, как намокли мои пижамные штаны. В конце концов понял, это дед, разбуженный воплями, догнал меня и держит теперь растерянный в мозолистых руках, пока бабушка, щурясь на свет лампочки и причитая, спешит к нам в одной ночной рубашке. Как только рассвело, дед вывел меня за руку во двор. Мы обогнули угол дома, прошли вдоль заросшей виноградом стены, мимо старой теплицы с болтавшимися на ветру обрывками полиэтиленовой пленки. И там я увидел свое чудовище. Оно стояло, раскинув извилистые ветви напротив окна моей комнаты. Это была старая яблоня с толстым, узловатым и почерневшим от времени стволом. Но на ней все еще росли листья и даже мелкие зеленые яблочки. Я немедленно попросил деда срубить ее. Вопреки ожиданиям стариков, вид дерева при свете дня не успокоил меня. Напротив, я испугался еще сильнее, когда понял, чудовище умеет так хорошо маскироваться, что моим словам никто не поверит. Конечно, я убеждал деда как мог, оно только притворяется яблоней. Оно не могло качаться ночью под ветром и стучать в окно, ведь когда я выбежал на крыльцо, никакого ветра не было и в помине. Но дед уперся, он отказался рубить ни в чем не повинное дерево, несмотря на все мои слезы и увещевания. Даже поссорился с бабушкой на этот счет, когда та стала называть его старым дурнем и говорить, что психика ребенка важнее. Дерево посадил то ли его дед, то ли отец, уже не помню, однако оно определенно было для него важно. Бедный дедушка, наоборот, нарадоваться не мог, что яблоня только-только собралась плодоносить впервые за 3 года. Мне он посоветовал быть мужчиной, надел свою кожаную кепку и уехал по делам. Я остался с кошмаром один на один, не особенно помогло и то, что я тайком промазал все щели в окне толстым слоем клей-момент. Спал я теперь преимущественно днем, а по ночам, устроив из стульев и подушек пост напротив окна, вооруженный кухонным ножом, смотрел, как монстр пытается до меня добраться. Шли ночи, под глазами у меня появились мурашки, а к усталости и страху начала примешиваться злость. Тупой монстр, как ни посмотри, оставался деревом. Он даже не мог бы меня догнать, а дедушка говорил, что надо быть мужчиной. Я воспринял его слова всерьез. В конечном итоге я решил взять все в свои руки. План был прост. До заката солнца яблоня никогда не выходила из образа, оставаясь обыкновенной деревяшкой. Так что в один из дней, дождавшись, пока дедушка уедет, а у бабушки будут дела на кухне, я подкрался к дереву с большим ржавым секатором в одной руке и табуреткой в другой. Сперва я планировал взять ножовку в прохладном, вкусно пропавшем бензином гараже, но понял, что с трудом могу ее удержать. А вот секатор подошел мне идеально. Отогнав подальше любопытного пирата, я поставил перед окном табуретку. Сиживая на нее, бабушка обычно собирала смородину.
взобрался на нее с ногами и впервые вплотную посмотрел на своего врага. Тот выглядел безобидно, при ярком свете отличить чудовище от любого другого дерева в саду было невозможно. Но уж я-то знал правду. С криком «На тебе! Получай, получай, паршивый монстр!» я стал отстригать ветви дерева. Секатор легко брал даже толстые ветки с дедов большой палец. Я успел отсечь штук примерно 5. В полной стиле под безоблачным летним небом дерево-монстр задрожало, будто кто-то неистово тряс его за ствол. Дождем посыпались на меня листья и недозрелые яблоки, веточки и кусочки коры. Откуда-то со стороны реки прилетел и пронесся над домами странный низкий гул, от которого завибрировали зубы в челюсти и стекла в рамах. Запаниковала и залаяла собака. В птичнике поднялся странный шум. Как я потом узнал, даже бедные кролики разбили свои мордочки, бросаясь на дверцы клеток. Отрезанные ветки сочились вязкой белой дрянью. Я и рад бы сказать, что оно походило на сгущенку, если бы не красноватые прожилки внутри этой штуки. Нет, это было похоже на гной с сукровицей, какой бывает от запущенного заражения крови. Эта дрянь заполняла изнутри каждую веточку, потому что под тонким слоем коры и древесины яблони оказалась пустотелой, словно выеденной жуком-древоточцем. Только это явно был другой вид паразита. Я покачнулся, упал чудом, не напоровшись на свой секатор. Прямо на моих глазах вязкая слизь, поселившаяся внутри яблони, втянулась внутрь полых, как трубочки веток, словно ее всосали. Вибрация от ствола перешла в землю и растворилась с ней. Чудовище исчезло, оставив меня лежать рядом с давным-давно мертвым сухим выеденным изнутри остовом дерева. Знаете, я никогда не переживал настоящего землетрясения. Не знаю, как оно ощущается, но в тот день земля подо мной пульсировала так, что на ум невольно пришла виденная однажды картинка из детской книжки. Чудо-юдо, рыба-кит, живой остров, огромный левиафан, сокрытый под слоем почвы, на которой ничего не подозревающие люди живут, пашут и строят свои дома. Древний, как сам мир. Кажется, я потерял сознание. Вышедшая на лай пирата бабушка, что нашла меня, сетовала потом на тепловой удар и отсутствие панамки. Может, это он и был, как знать, но факт остается фактом. Чертова яблоня умерла, на ней не осталось ни одного листочка. В итоге дед спилил таки засохшую яблоню и долго удивился, что за насекомые могли сделать такое с бедным деревом. Показывал мужикам, но все качали головами или пеняли на древоедов. Когда он отпилил ствол у основания, я осторожно подполз на четвереньках к пеньку и заглянул внутрь. Там, насколько хватало света, ветвилась, уходя глубже и глубже в землю, полая корневая система. Куда-то туда стекла дрянь, притворявшаяся деревом несколько сезонов. С чем соединились эти корни там в глубине, не знаю, зато знаю другое. Тем же вечером я стащил из сарая большую бутылку антифриза, про которую бабушка говорила, что это яд, и чтобы я держался от нее подальше. Я целиком вылил бутылку внутрь пня, после чего, как мог, плотно забил отверстие камнями и землей. С тех пор, конечно, прошло много лет, и я вырос и, кстати, напрочь забыл об этом приключении. Но отголоски тех бессонных ночей, когда в окно ко мне стучался монстр, остались, видно, на пыльном чердаке памяти. Так что находиться в лесах и парках после захода солнца я не люблю до сих пор.
И оттого так редко хожу с вами в походы. Вот жуть, протянул кто-то спустя минуту всеобщего молчания. Да, по-моему, чушь какая-то. Ой, знаешь, лучше расскажи, мы послушаем. А сейчас-то почему вдруг вспомнил это все, Антох? Чувствуешь себя неуютно, небось? Деревьев тут куча, подмигнул Борис. Минуту назад по-джентльменски отдавший свою безразмерную джинсовку Наташке, а теперь ненароком ее обнимавший, для большего, надо полагать, согрева. Да так, Антон поднял глазам веточку, которую все это время крутил в пальцах, и посмотрел сквозь нее на Борьку. Ветка оказалась полой, напоролся на сучок в потьмах, а он... Да ты и сам видишь, вот и вспомнилось. Бррр, радостно хлопнула в ладони Катя. То есть деревья вокруг нас на самом деле чудовище? Класс. Атос схватил за бока завязавшую девчонку кто-то из сидевших рядом парней. Вот сейчас как сцапают тебя ветками и волокут под землю, скажи, Антон. Да... Дайте сходим, поищем в лес. Такие деревья. Пошли, там интересно, монотонно и невнятно в 100-й раз уже предложил бухущий Макс. Хотя по его виду не было заметно, будто он может куда-то пойти. Голова безвольно свешивалась на грудь, изо рта, казалось, вот-вот потекут слюни. Никто ему не ответил, народ увлекся веселой вознёй. «Не спешите, это еще не конец истории», — сказал Антон, плотнее заворачиваясь в ветровку. «А я думаю, он не бухой, а под грибами», — вдруг заявила одна из девчонок. «Он мне еще в машине втирал, что сейчас сезон, а он, мол, больной знаток, собирался их поискать». «Ха, узнаю Макса. Может, реально пойти поискать? Ты знаешь, как они выглядят?» «Никто никуда не пойдет. Я расскажу, чем кончилось дело. Это важно. И вы тогда все поймете, окей?» Спокойно и как-то очень серьезно произнес Антон. «Там недолго осталось. Только пока не закончим, чур никуда от костра не отходить. Это может быть опасно. Серег, тебя тоже касается». «Да мне бы это отлить», — смутился привставший было из бревна Сергей. «Потерпи чуток, лады, потом спасибо скажешь». Парень сел обратно, Борис усмехнулся в усы, но влезать с ехидными замечаниями не стал, чтобы не портить момент. Вместо этого добыл из кармана трубку с кисетом и принялся неторопливо, обстоятельно ее набивать. Остальные тоже притихли, глядя на Антона. Даже невменяемый Макс замолчал. История продолжалась. Я уже упоминал, что у деда была собака. Огромный лабрадор, добродушная, тупая скотина. Так вот, на следующий день после расправы над яблоней пират пропал. Дед махнул рукой, мол, нагуляется и сам придет. Так и вышло 3 дня спустя, когда я вышел во двор, чтобы сделать зарядку. Он лежал в тени своей будки, да только собака заболела. Пират вел себя странно, отказывался вставать, вращал глазами и все время тихо скулил, не позволяя к себе прикоснуться. Никогда даже на кошек не рычавший теперь пес огрызался и щелкал пастью при малейшей попытке сдвинуть его с места. Дед сперва глазам своим не поверил. Подогнал УАЗик, начал поднимать пса, чтобы отвезти того в райцентр к знакомому зоологу. И пират насквозь прокусил ему ладонь. Пришлось звать соседей, чтобы уже самого деда везти в медпункт. Там ему наложили 8 швов. Вернувшись от врача с забинтованной рукой, дед сам по себе человек суровый и в воспитании собак, кое-что, по его собственным словам, понимавший, взялся за Полина. Им, а также неслабыми пинками он отходил пирата по бокам и спине, тот не сопротивлялся, рычал только, если его пытались поднять, и странно мотал кудлатой башкой, загребая носом пыль.
а к вечеру начал выть. Пес выл без остановки всю ночь. Он рыл лапами землю вокруг, почти откусил себе язык и едва ли заметил это. Глаза, прежде умные и с вечными искорками такого собачьего веселья, в янтарной глубине стали плоскими, пустыми. Не спал, не ел и не пил, только страшно кричал и подгребал лапками. Под конец это даже нельзя было назвать воем. Той ночью я не спал, поэтому увидел, как на рассвете дед, тяжело вздыхая, достал с антресолей помасленную коробку патронов и чехол с ружьем, из которого как-то раз учил меня стрелять. Я выбежал во двор, кинулся к пирату и без рассудной попытки спасти друга вцепился в густую шерсть детскими кулачками и закричал: «Деда, не надо, пожалуйста, не убивай его!» Мой крик и вой сошедшей с ума собаки слились воедино. Нам вторили все соседские псы. Должно быть, ту ночь не сомкнула глаз вся деревня. Дед пытался как мог объяснить, что собачке плохо, что она съела крысиный яд или еще какую дрянь. Ей очень больно, и надо это остановить. Что от боли собачка ничего не соображает и может меня укусить. В конце концов он просто взял меня за майку и отшвырнул прочь, а сам навел двустволку точно в лоб лабрадору. Я бежал деда, толкнув его, что было сил, снова обхватил пса руками, кинулся ему на спину. По лицу у меня лились слезы, и из носа текло. И тут собака вдруг замолчала. Пират посмотрел сперва на деда, затем обернувшись на меня, но обернувшись так, как никогда не делал. Да и не мог бы, пожалуй, сделать при жизни, запрокинув голову себе же на спину. Взглянув на меня глазами, в которых не было ничего, кроме боли и пустоты, как если б то была пара слепых бельм, собака затряслась и вдруг опала. Как кальмара как камера от КамАЗа, в каких мы с другими ребятами плавали по речке, если случалось ее проколоть. Пират словно обвалился сам в себя, на секунду превратившись в пустой кожаный мешок, полный скользких, перекатывающихся под мехом костей. Дед застыл на месте, как громом пораженный. Ружье загромыхало по асфальту, а я, ничего не понимая, и отпихнул ногами шкуру, оставшуюся от моего дорогого пирата, от того места, где у собаки прежде был живот. В землю уходило несколько кожаных трубок, похожих на пуповины. Они заливались в грунт, словно корни. И тогда я понял, глупая псина жрала буквально все, что находила на земле. А я, заткнув отверстие от спиленного дерева, совсем позабыл собрать осыпавшиеся с него яблоки. Первый, по словам деда, урожай за несколько лет, оно добралось и до пса. Рассказчик оглядел поляну и всю компанию, и затем подбросил пару веток в начавший было затухать без присмотра костер. Взвился и унес вверх сноп ярких искр. Никто не пошевелился. «Макс!» – позвал Антон. «А, Макс, ты как себя чувствуешь?» В ответ парень только промычал что-то болезненно неразборчивое. Такие звуки обычно издают глухонемые. Руками он уже некоторое время ощупывал себя за голову и раскачивал ей из стороны в сторону, как китайский болванчик. Теперь из угла его рта действительно показалась нитка слюны. «Макс, послушай меня, ты слышишь?» «Ишу. Ты ел сегодня грибы?» Утвердительный кивок. «Где взял их? С собой привез?» Там...» Максим поднял руку и указал в темноту позади себя. «Да ладно тебе, Тох, ты что думаешь, он...» «А на что похоже? Ты видишь это?» Антон снова поднял полую ветку. Для проверки, пока вы его искали, я сломал 6 случайных веток по периметру этой поляны. 3 из них оказались пустыми внутри. «Да ты, блядь, гонишь», — сказал сидевший слева от Макса Андрей. Сказал, но отсел подальше.
тоже проделал сосед Макса с другой стороны, и их круг стал напоминать подкову или древнее судилище, подумал Антон. Есть еще кое-что. Слышите, как шумят деревья? Ну, шумят и чего? Того, а где ветер? Все заозирались, то и дело у костра раздавались смешки, но, надо признать, довольно нервные. «Блин, мне теперь страшно», — сказала Наташка. «Слушай, ну не нагнетай ты. Хорош уже, история класс, но пора и честь знать», — пробасил Борис, поглядывая на спутницу. «Да, надо бы разрядить обстановку. Сейчас гитару из палатки принесу. С толью заодно», — поднялся на ноги Сергей. «Фу, можно без физиологических...» «Отолью заодно», — поднялся на ноги Сергей. «Фу, можно без физиологических подробностей». «Что ж, иди, Антон», — продолжал безучастно смотреть перед собой, наблюдая за мерцанием углей. «Мое дело предупредить». Сергей почему-то не спешил трогаться с места, всматриваясь в темноту за пределами круга пляшущего света, то и дело бросая быстрые взгляды на Макса. Темные изломанные силуэты ветвей казались после рассказанной Антоном истории зловещими и опасными. Шли минуты. «У кого есть фонарик?» – спросил Сергей, все еще не сделавший ни шага. «Вот же вы сукуны, а!» – возмутился наконец Борис. «Объясняю на пальцах. Ветер всегда дует ночью с моря, просто он выше в кронах. Макс объебос, нажрался даров природы и познает суть вещей, его бы в палатку и баньки. А Антон у нас мастак страшилки для детей рассказывает, снимай шляпу». «Да не вопрос, Борь, только прежде чем отходить от костра, попробуйте приподнять Макса. Так немножко, на всякий случай, чисто убедиться, нет ли между ними деревом каких повин». Никто не ответил. Над поляной, в которой раз за вечер повисла звенящая тишина, вновь стало слышно за скалами далекий ночной прибой. Деревья просто качались на ветру или жадно тянулись ветвями в сторону сгрудившейся у огня компании. Едва ли кто готов был уверенно ответить на этот вопрос. Все взгляды, так или иначе, оказались устремленными на Макса. Он по-прежнему не отрывал ладоней от лица, но теперь неритмично вздрагивал всем телом, покачиваясь с стороны в сторону. Позади него металась по деревьям огромная рваная тень. Внезапно над поляной раздалось что-то очень неуместное, тщетно сдерживаемое хихиканье, быстро переросшее в хохот. Антон, уже не скрываясь, смеялся, хлопая себя по коленям. «Вот умора, не могу, увидели бы вы свои рожи». «Ну и козел же ты, Антон!» – облегченно закричала Наташа. Собрала с земли пригоршню еловых иголок и швырнула их в рассказчика. Я правда на секунду подумала, что Макс теперь пришелец. Обстановка разом разрядилась. Впечатлительные все нынче. Дал свою оценку произошедшему Борис. Поднял и принялся отряхивать упавшую джинсовку. Макс заворочился, встал непонимающим взглядом, обвел собравшихся. «Я пойду прилягу», уже немного более разборчиво заявил он. Хреновые какие-то грибы попались в этот раз, недушевные вообще. Покачиваясь, хватаясь за каждое встреченное дерево, он ушел в направлении палаток. «Да, тебе бы книжки писать», подошел Семен. «Там было хоть полслова правды?» «Вообще-то было, но я уже плохо помню детали. Местами пришлось импровизировать. Ладно, народ, кто до моря купаться голышом?» «Я тебе дам голышом». «Эй, а чего такого?» Лес осветился лучами фонариков. Балагури, смеясь, подвыпившая компания похватала полотенце и побрела к скалам, туда, где кем-то из предшественников был оборудован спуск к воде. Антон, все еще ухмыляясь про себя с удовольствием, потянулся и стал расплетать затекшие от долгого сидения по-турецки ноги.
мысленно готовясь к предстоящим мучительным мурашкам. Вечер удался, зря он не ездил раньше с ребятами на природу. Разминая ступни, он раздумывал, стоит ему догнать друзей или лучше пойти посмотреть, как чувствует себя психонавт Макс, так удачно подвернувшийся под руку. Скоро он понял, что-то не так, знакомое покалывание не появлялось. Ноги от пояса и ниже оставались бесчувственными. Разве можно было так сильно их отсидеть? Костер прогорел и давал теперь совсем немного света. Смех девчонок едва долетал из деревьев. Окруженная колоннадой стволов поляна, на которой он остался в одиночестве, стало вдруг местом крайне неуютным. Ветер вновь зашумел в невидимых кронах где-то над его головой. Антон попробовал повалиться на бок и чуть было не завопил от резкой боли. С трудом сдержавшись, в который раз ощупал чужие, показавшиеся какими-то резиновыми ноги, полез рукой за спину, и да, вот тогда он закричал.